Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. На прошлой неделе команда Бориса Белозерова с трудом, но все-таки пробилась в осеннюю серию, и все благодаря Никите Струну. А сегодня, в пятницу, 13 июня, игры совистов продолжатся, и нас ждет вторая игра. Против телезрителей сегодня играют инженер Дмитрий Филиппов, физик Дмитрий Акулов, историк Виктория Головня, журналист Кристина Залеускайте. Физик Денис Мишин и капитан команды, обладатель бриллиантовой совы Денис Элькис. Против команды Дениса Элькиса сегодня играют Оксана Сомова, Симферополь, Евгения Лапцова, Вологда, Андрей Колесников, Ливны, Сарвар Касимов, Учкудук, сектор Блиц, Михаил Драгон, Ростовка, Арина Бушуева, Москва, Павел Шапаренко, Краснодар, сектор Суперблиц, Николай Сущенко, Карабулак, Дарья Алдухова, Брянск, Марина Торгунова, Тюбинген. 13-й сектор. Летние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Ну что, господин Элькис, добрый вечер. Добрый вечер, господин. Ваша команда играет в клубе 4-й сезон. В 22-м и в 24-м годах вы только проигрывали. А вот в 2023-м вам удалось одержать 3 победы, в том числе и в финале года, когда вы, Денис, стали обладателем бриллиантовой совы. Денис, как вам кажется, этот 2023 год был особенным? Или вы просто предпочитаете нечетные годы? Посмотрим, что будет дальше, но мне кажется, просто так сложилась игра. Но случайность была в четных годах или в нечетном? Я не склонен, если честно, такой анализ проводить, но мне кажется, что игра сама решает, когда дать шанс команде, когда его не дать. Денис, против вас играет переводчик Марина Торгунова, город Тюбинген. Господин Мишин, скажите, а вы знаете, кто такой Гюстав Жефруа? Не имею понятия, к несчастью. Это французский журналист и писатель. Ну, просто, чтобы вы это не обсуждали. Внимание, портрет Гюстава Жефруа. Внимание, вопрос. Для чего во время работы над портретом Полю Сезанну понадобился мел? Куда он смотрит, куда? Цветы беленькие там. Мел белый, что-то. Много белого. Смотрите, а там сбоку не мел лежит? Белая фигура. Много белого всего, да? Белая фигура, белый цветок. бумага А вот он все время писал, у него руки были грязные. Вот что-то с этим он брал мел вместо ручки. Чтобы руки Чтобы вытирать чернила можно? не... Нет, чтобы чернила не потекли. Ему нет мела. А как это мелом Статуэточка еще. Напудрить его, так пудру можно Денис, использовать. может для статуэтки? Статуэтку вот так Так, подрисовать? белая из она. нее просто сделать. Ну вот чтобы цвет хороший был. А если пальцы, они у него все в чернилах, и что же писать? Мел для чего? Либо Чтобы как... отбелить руки ему. Отбелить, Чтобы да, отбелить да, ему да, да, руки. потому что он От чернил. для как натурщика. Нет, чтобы самого ему руки отбелить. Ему. Да. Он позировал именно. Смотрите, либо цвет, либо как талька, да? То есть три Да. мешать. Может быть, чтобы книги ровнее рисовать, нет? Мел Давай мел просто отбелить. книги Про руки? Руки отбелить. Как Самому раз писать. он сам Статуя не нравится? мелом, он рисовал. Ну вот чтобы ее... Итак, кто отвечает? Отвечает Кристина Залеускайте. Кристина, прошу вас. Нам кажется, что
Сезанн использовал мел для того, чтобы отбелить грязные руки писателя и журналиста. Вот чернил, не знаю. Чтобы они посимпатичнее выглядели на портрете. А теперь, внимание, правильный ответ. Кристина, если вы не возражаете, я бы хотел узнать в зале, есть какие-то другие версии или все с вами согласны? Я отмечал места на столе, где книжки должны лежать. Говорит Дмитрий Авдеенко, если кто-то из операторов не в курсе. Да, Дмитрий. Отмечал, где должны лежать книги и все остальное разбросано. И еще? И кресло там стоит, И кресло, когда свет да. падает. Да нет, скорее крестик Для себя поставил крестик, чтобы глаза были вот только в ту точку. Поставил крестик, чтобы глаза были в точку. Он смотрит в одно место. Куда надо смотреть все время? Господин Элькис, ну, последнюю реплику пропустите мимо ушей. Смотрите, Сезанн писал портрет в течение 3 месяцев. Почти каждый день он ходил в дом Гюстава Жефруа. Мел художнику был нужен для того, чтобы пометить, где стояла мебель, чтобы все было так, как в первый день работы. Ну и ручки, книжки, наверное, господин Авдеенко тоже можно было бы засчитать как правильный ответ, но ответ команды Козлова был версия абсолютно точная. 1-0. 1-0 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Марина Торгунова. Поздравляем Марину. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер. Добрый вечер, Андрей, господин ведущий. прошлая игра команды Бориса Белозерова наверняка вам запомнилась тем, как при счете 5-5 Никита Старун выиграл Суперблиц. Андрей, скажите, а чем вы можете объяснить тот факт, что вообще-то знатоки Суперблиц чаще проигрывают, но вот при счете 5-5 часто выигрывают, и тому есть не один пример? Давайте попробую ответить, как ответил бы ученый-ядерщик. В ядерной физике есть такой удивительный факт. Когда вы берете один кусок урана, другой кусок урана, соединяете их, получается не 2 куска урана, получается гигантский всплеск энергии. Называется это критическая масса, принцип лежит в основе ядерных реакторов. И работает только с определенным количеством делящегося материала. Я думаю, что счет 5-5 это такая критическая масса, когда знатоки выходят в новое такое, знаете, энергетическое качество и показывают чудеса. Андрей, благодарю вас. А интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер. Алексей, а как вам прошлая игра? Ну, вы знаете, у меня возникли мысли даже не после прошлой игры, а после позапрошлой. Я Так. внимательно посмотрел правила игры «Что, где, когда» Так. и прочитал, что в случае подсказки команда может следующую игру провести со скамейки штрафников. Так. У меня к вам вопрос, или, как говорится, внимание, вопрос, господин ведущий. Будет ли команда Виктора Синева в осенней серии как-то наказана за подсказку Александра Друзья? Алексей, скажите, а вы бы как хотели? Я бы хотел посмотреть, что такое игра штрафников со скамейки. Вам интересно? Алексей, ну я вам предлагаю такой вариант. Давайте посмотрим на поведение Александра Друзья. Все-таки Виктор Сиднев взял его на поруки, да? А ближе, Алексей, а ближе к осенней серии примем решение. У нас есть с вами время. Отлично. Вас устроит? Более чем. Второй раунд. Господин Акулов, Дмитрий, а вы знаете, что такое игра со скамейкой штрафников? Вы вообще сталкивались? Нет, с таким? никогда не сталкивался. Рассказать вам? Давайте. Это когда за каждый неправильный ответ отвечавший удаляется из-за стола до тех пор, пока без него команда не даст правильный ответ. То есть это игра, в которой знатоки, неправильно отвечавшие, встают, возвращаются, вот такая движуха происходит. Вы бы хотели в такой поучаствовать? Я бы хотел за таким посмотреть. Дмитрий, сейчас, секунду. Ну, очень быстро ушли, я ничего не понял. Стол. Учку-дук. Или блиц, господин Друзь? По-моему, блиц. Блиц. Ну, показывает. Нет, вот, стоп. Александр, нет. Вот сейчас показали такой план. Нет, сверху кажется, что на линию показывает, а тогда мы берем следующий сектор. А здесь вот явно показывает на учку-дук.
Против вас играет учитель Сарвар Касимов, город Учкудук, Узбекистан. Господин Элькис, Сарвар прислал для вас карикатуру. Внимание, похищение картины. Денис, часть карикатуры телезритель попросил от вас скрыть. Внимание, вопрос. Какую картину похитили грабители? Саму картину скрыли. Квадрат? А что смешного? Что смешного? Смотрите, ребят? может быть непонятно, Может, они ориентация. сами- Перевернули? Черный Перевернули? может быть, да? Черный квадрат. Или, Почему он ее так держит? или зеркало. Он закрывает рукой. Могут Они сами изображены быть. То есть А картина может, с этой как, карикатурой. какую-нибудь обнаженную натуру он закрывает, типа? Если Мона Лиза, почему? Где сама эта карикатура? Смотрите, может смешно за счет чего, что они ее вверх ногами несут. Пустое место там написано. Может быть, реставрация, там нет Слушай, а картины, если например. он рукой кого-то Современное держит, искусство, да, типа? да. Рот, крик, мунка, то, что рот А, прикрывает, А чтобы рот не закрывать, кричал. чтобы не кричал. Отлично. Нам нужно прям картину, да? Чтобы не кричать. Это смешно. Это смешно. Хорошо, давайте еще, смотрите. Еще на какой-то месте, что ты можешь Похищение поддержать. Европы есть картина, да? Горностая Хочется, какого-нибудь чтобы он держать, взаимодействовал с дамы этой из картиной. горностая. Держал что-то за Ну да, и руку ты его Чтобы поддерживаешь. горностая Ну, держала. типа, чтобы он не Там сбежал, два да. А еще, кого-то Дим, давай смотреть Мунка. А вопрос какой? Картина, да? картину, Да, которую защищают грабители. Хорошо. Господин ведущий, мы готовы отвечать. Да, вот время вышло. Кто будет отвечать? Дмитрий Акулов. Прошу вас, Дмитрий. Да, а мы считаем, что это картина «Крик» авторства Эдварда Мунка. Поясните, в чем тут дело? А вот здесь вот этот мужчина в шапочке слева, он прикрывает рукой, видимо, рот главного героя картины, чтобы он не кричал и не выдал таким образом. Теперь, внимание, правильный ответ. Воришки на карикатуре похищают из музея. Сейчас вам вынесут карикатуру, посмотрите. Картину Эдварда Мунка «Крик». 1-1. Здесь Кристина Залиускайте очень точно вас повернула на тему, для чего руку так держит, и потом Дмитрий Акулов придумал для чего. Молодцы. Третий раунд. Госпожа Головня. Виктория, давайте посплетничаем. Ой, давайте, обожаю. Первоначально вы должны были играть первую игру солистов, а команда Белозерова вторую. Да. Но Борис попросил поменяться вас местами. Я думал, кто-то не может. Так нет. На прошлой игре вы были в полном составе, а на этой команда Белозерова. Виктория, мне любопытно, что же произошло на самом деле? Ну, на самом деле, мы, часть команды, по крайней мере, точно, как Александр Мосягин, очень любят поспать. И нам так понравилась идея игры в выходной день. Вологда. И с учетом того, что вчера был выходной день. Мне мы кажется, как-то вы вот прикрываете подсуетились. сейчас Бориса Белозерова. На самом деле, мне кажется, причина в том, господин Белозеров, что вы просто не решились играть в пятницу 13-го. И оставили это дело команде Элькиса. Борис, признавайтесь. Нет, господин ведущий, я очень люблю и число 13. и пятницу Чистосердечное 13. признание, Абсолютно, Борис. абсолютно честно. Очень люблю пятницу 13 и думаю, что сегодня отличный день для того, чтобы в него играть и выигрывать. Итак, Вологда. Против вас играет фотохудожник Евгения Лапцова из Вологды. Господин Гиязов, свой вопрос телезрительница сняла в Краеведческом музее села Липин-Бор в Вологодской области. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, в вологодских деревенских избах использовали вот такой деревянный шест. Внимание, вопрос. Для чего он предназначался? Посмотрите на экран. Рано оператор ушел. Вот об этом шесте речь, который на переднем плане. Не там, где полотенца висят, а вот про этот. Понятно? Вот теперь время. Смотрите, наверху теплее воздух. Вот может что-то сушить сначала. Как рычаг, смотрите, перенести на стол. Может быть, что-то наверх печки поставить, нет? Смотрите, на самый верх. там был вот А этот потом чан, снять. его перенести на стол. А он висит или он Может просто залезать куда-то.
Вот его Вы не развешивать заметили, что-нибудь. как перила самому использовать, потолку, опираться. самому потолку. Печка, да? Если что-то перевешивать, что-то Печка сушить, но дальше, почему он печки вот такой? Если для какого-то животного не может быть. Слушайте, этот шест, он не висит, он стоит, он упер. Давайте, если что-то на него вешать, почему такая форма что-то вешать? Ну, я говорю, что повесили уже на вот это, не плотнее, вот что-то с этим. Вялить что-нибудь, вялить. Да, типа оно засушилось, ты перенес, вот ждать, Открывать какие-то заслонки, закрывать, нет? Вялить. Что такое вялить? Горизонтально, не в избе. сильно засушилось, ты перенес Горизонтально удобнее все равно. Что, нужна именно форма. Перенести, может, горячую посуду. Залезать куда-то, может, детям куда-то лазать. Он очень неудобный, здоровый, понимаешь? В избах. Она просто переваливается, как весы. Итак, кто отвечает? Денис? Так, ну, давайте я попробую ответить. Давайте. Ну, предположим, что такой шест использовался как рычаг для переноса горячего блюда из печи. Хо-хо-хо. Хорошо, а теперь, внимание, правильный ответ. Денис, скажите, а как вам кажется, шест крепко держится? Мы не поняли, он висит подвешенный? Да, он как-то висит, но явно какая-то не жесткая конструкция. И почему-то скрыто от вас то, что внизу. Что же вот справа пока? Это кто сказал? Это Денис Мишин сказал. Денис Мишин сказал. Да, господин Мишин, внимание на экран. Этот деревянный шест, очип, использовался для крепления колыбели. Шест для колыбели. Господин Мишин, где вы были? На этот вопрос я также не успею дать правильный ответ, не знаю. 2-1 в пользу телезрителей. Господин Белозеров, Борис, а вы придумали ответ на этот вопрос? Ну, господин Старун у нас как бы придумал. Ну, да. Старун теперь вообще. Госпожа Повыш, ну мне просто интересно, а вы бы ответили на этот вопрос? Да, господин Да. ведущий? Господин Друзь, ну вас не спрашиваю, да? Там? У нас большой специалист господин Мухин. Но, Трое детей сам Бог велел тут. так вы знаете, сколько у друзья внуков? Внучек. 4, да, Александр? 4. Пока. Нет, 4. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что вы можете присылать свои вопросы в 13-й сектор по адресу 13.alfabank.ru. А сейчас реклама на первом. Лет атомной промышленности. Росатом. Уважаемые телезрители, букмекерскую компанию «Бэтбум» в клубе «Что, где, когда» представляет главный тренер сборной России по футболу, а теперь еще и главный тренер футбольного клуба «Динамо Москва» Валерий Карпин. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий, как вам кажется, эта игра будет напряженной, как с Нигерией, или спокойная, как с Белоруссией? Нет, я думаю, игра же будет напряженная, но прежде всего из-за формата. В футболе с Белоруссией при счете 4-1 за 5 минут до конца можно расслабиться. Знатоки же при счете 5-0 даже не могут расслабиться, потому что им надо 6-е очко зарабатывать. Поэтому я уверен, что она будет напряженная до конца. Благодарю вас, Валерий. Продолжаем игру. 4-й раунд. Господин Филиппов, я тоже рассчитываю на напряженную игру. А вам, как кажется, напряженная будет игра или нет? Ну, мне бы, наверное, как всем хотелось, чтобы она была не напряженной, но боюсь, что будет напряженной. Мне кажется, что у телезрителей легкой прогулки не будет, ведь за 8 игр вы лишь раз не набрали 5 очков. С вами тяжело играть. Дмитрий, в отличие от других молодых команд, ваша получила возможность сыграть в юбилейном сезоне полноценную игру. На ваш взгляд, это аванс или вы заслуживаете встать в один ряд с командами Белозерова и Повышева? Мне кажется, что для нас каждая игра — это аванс, которым мы стараемся воспользоваться. Так что будем стремиться к тому, чтобы начать авансы отдавать. Ливны. Господин Левин, а это вот как раз вопрос, который вполне мог выпасть вам в решающий момент, но выпал другой. В решающий Но у момент. вас сегодня, когда счет 5-4 был у вас на игре, да? Конечно, у вас сегодня Мухин на подмоге. Многодетный отец. Казалось. Послушайте. Кома, Маджоре и Орта – это 3 озера, расположенные в Италии недалеко друг от друга.
Кома и Маджоре и крупнее, и фешенебельнее. Все туристы стремятся туда. А жители Милана предпочтение отдают самому маленькому и скромному из этих озер – озеру Орта. Внимание, вопрос. С кем жители Милана сравнивают озеро Орта? С кем? Смотрите, они туда, наверное, едут, потому что там тихо. Вот Милан большой город, шумно. Какие-то канарейки, что они маленькие, но полезные. Мало людей. Может, кто-то шума, да? Да, вот мне кажется, тихо, Если это бабушки с спокойно, дедушкой, то есть это родители, это бабушки. Выбор из трех. А какой-то музыкант не может быть менее Это может известный? быть третий из космонавтов, который не высадился. Там Нил Армстронг, Не, Базз для Олдрин, Милана, третий. да. А если это служанка какая-нибудь, типа господа и Там служанка? тихо, уединенно, нет Есть трое, где двое очень богатые и крутые, а третий неизвестный. Типа слуга. Еще итальянцы. Слушайте, а третий футбольный клуб есть в Милане, Интер С кем? С кем? С футболистами, с какими-то. Типа Паваротти, там вот... три тенора. Да, тенора. Третья скрипка. Но опять же, кого из них? Фешенебельные, дорогие. То есть там Бедный, кто-то бедный, что, ребят? Бедный художник. С кем? 10 секунд. Помощь нет? Господин ведущий, мы бы хотели воспользоваться помощью клуба. Помощь клуба. И кто вам предлагает помощь? Господин Левин, например. Борис Левин. Ну что ж, уважаемые знатоки и гости нашего клуба, 20 секунд, чтобы помочь команде у вас. Золушка, третья сестра, скромная и маленькая. Круто, спасибо. Три сестры, да. С кем Золушка? Две сестры. Вы думали просто про ребенка, что типа маленький получает больше всего любви, Самый но младший. Золушка как лучше. Да, Итак, кто отвечает? Ну, давайте я отвечу. Спасибо большое за помощь клуба. Видимо, итальянцы сравнивают это озеро с Золушкой. С небогатой. младшей. Скромный. Скромный. Да, миланцы прозвали озеро Орта Золушка. 2-2. Телезритель Андрей Колесников из города Ливны получит от Альфа-банка компенсацию 100 тысяч рублей, потому что знатоки ответили на вопрос только с помощью клуба. Уважаемые телезрители, в нашем клубе продолжаются игры совистов. У этих команд нет права на ошибку. Проигравший выбывает. На следующей неделе нас ждет встреча с командой обладательницы «Хрустальной совы» Алены Повышевой. Ален, добрый вечер. Скажите честно, вам не надоело ждать своей очереди? Нам не надоело, но мы уже немножко заждались. Вот в прошлом сезоне вы начинали первыми. Это было легче психологически? Честно говоря, нет. Нет. Первыми сложнее начинать. Сейчас мы уже как-то немножко как будто бы вошли в рабочий режим. И сыгрались. И сыгрались. Ну вот, во всяком случае, Сергей Кашников улыбается, как будто он уже выиграл. Пятый раунд. Госпожа Залиускайте, скажите, ваша команда не играла с 13 октября, ровно 8 месяцев. А вам тяжело далось вот это ожидание? Очень. Как Да. будто мы вообще не садились за стол, а все с чистого листа начинаем. Кристина, скажите, пожалуйста, но почему вот на Золушку, чего вам не хватило, на ваш взгляд, вашей команде, чтобы ответить? Просто мне кажется, и Золушка, и Сезанн — это такие показательные вопросы. Если вы как бы вот не ловите их, то вам тяжело будет. Секунду. Блиц. Надеюсь, мы будем ловить. Будем говорить. Нет, я вас слушаю, Кристина. Мы будем ловить, это единственная оплошность, а дальше все будет хорошо. Да? Ну, хорошо. Ловлю вас на слово. 3 вопроса, по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на 3 вопроса подряд. Внимание! 3 черных ящика. Господин Элькис, сегодня необычно. Отвечайте сразу, что в каждом из ящиков. Камень, ножницы, бумага. Шучу. Внимание, вопрос первый. Название того, что находится в маленьком черном ящике,
с французского языка переводится на китайский так. Ян Дзяо Минбао. Понятно. На русский это дословно можно перевести как баран, рог, хлеб. Юлия Вендина из Калуги интересуется, что в маленьком черном ящике. Круассан. Круассан. Еще может быть трубочка. Трубочка с начинкой. Крендель может быть, крендель. Крендель. С французского круассан. Хорошо, да? Он еще и вот как раз как рог. Глиши. А еще Эклер. Рожок Который какой-то. мы назвали, но это... Багет. Круассан. Круассан. Итак, Отвечает Виктория Головня. Виктория, прошу вас. Мы предположим, что в маленьком черном ящике круассан. Круассан. Давайте посмотрим, что в маленьком черном ящике. Действительно, круассан. Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй. Название того, что сейчас находится в среднем черном ящике, с английского языка можно дословно перевести как «челнок-петух». Ольга Островская из Симферополя интересуется, что в среднем черном ящике. Что-то английское надо. Булавка. Лок, не знаю, бочка, ок, Челнок. что-нибудь. Нет, внешне как выглядит. Челнок. Яркое, красивое и двигается. Это либо лодка, Или звук какой-то. челнок, петух. Будильник. Просто для завода часов. Челнок это же может быть как кораблик, лодочка. Плавающий кораблик. Хлеб такой. Колыбель Ньютона. Багет может? Ну, типа, рано. Прошу. Тоже петух, как бы. Кто отвечает? Ответит Кристина Залиускайте. Прошу, Кристина. Ой, а он еще и маленький. Не вылезает ваш ответ туда, да? Не влезает вообще никак. Ну, там модель того, что вы скажете. Прошу. Так, петух, возможно, потому что рано это выпекают, а челнок я не помню, как выглядит. Ватрушка. Ватрушка. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Старун, что в черном ящике в среднем? Ну, у нас только есть версия поплавок. У нас есть версия. Господин Левин, так, сегодня ваш день. Там валан, господин ведущий, шаттлкок по-английски. Господин Элькис, челнок-петух летает туда-сюда и сделан из перьев. Правда, сейчас используют гусиные. В этом черном ящике валанчик. 3-2 в пользу телезрителей. А Ольга Островская из Симферополя получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Уважаемые телезрители, лучший знак тока этой игры получит от госкорпорации «Росатом» традиционный приз «Хрустальный атом». А определит лучшего Андрей Тимонов. Андрей, если сравнивать команды Бориса Белозерова и Дениса Элькиса, чья игра вам больше напоминает игру магистров? Но игру команды Козлова ничто не напоминает. В клубе, наверное, Андрей Анатольевич у нас такой один. Я бы, честно говоря, господин ведущий, не сравнивал игру молодых команд с игрой команд магистров. Пойду скорее от обратного. В этом году атомная промышленность России празднует свое 80-летие, и вся атомная индустрия, весь Росатом базируется на таком понятии, как преемственность, династийность. Ну, скажу такие громкие слова, во всех нас, сотрудниках Росатома, есть какая-то искра Курчатова, Зельдовича, Харитона, Ванникова, той элиты науки, промышленников, специальных служб. Кажется, что «Что, где, когда» построено немножко на других принципах. Здесь культивируется такой индивидуальный, яркий стиль каждой команды, поэтому все разные. Андрей, благодарю вас. 6-й раунд. Господин Мишин, я слышал, что вы очень хвалили новый дизайн хрустального... Не убирайте. Новый дизайн хрустального атома. Чем он вам так нравится? Расскажите. Мне действительно нравится решение изменить, собственно, дизайн самого атома, потому что, от старых моделей мы ушли, а здесь прям орбитали показаны, причем они еще и гибридизованные, как я вижу. То есть все намного ближе, как минимум, к текущим представлениям. Я за честность в физике в основном прям всегда. Просто очень рад физической правде. Спасибо. Я пытаюсь слова перевести. Потом вы мне расскажете. Покажите, пожалуйста, волчок.
Карабулак. Да? Ровно в линию, значит, следующий Карабулак. Против вас играет системный администратор Николай Сущенко, село Карабулак, Казахстан. Господин Гиязов, давайте телезрителям объясним. У нас вот линия между секторами, она считается по стрелке. Это принадлежность следующего по часам. Покажите, ну по такому плану, ну что я могу понять? Принадлежность следующего сектора. Понятно, да, Алексей? Да. Я очень рад выбору Волчка Николая Сущенко. Я бы хотел тоже пояснить, что выбирая между Суперблицем и вопросом Николая Сущенко, команда, мне кажется, выбрала бы Суперблиц, конечно. Господин Акулов, это был подкуп с моей стороны. Против него не устоял никто из артистов. Репетиции начались с новой для всех манерой работать. Антрепренер осыпал меня комплиментами за мое якобы необыкновенное умение общаться с людьми. Внимание, вопрос. Какую работу проделал Станиславский перед первой репетицией с актерами? Выучил Говорит все имена, наоборот может что-то. быть, нет? А имена Каждому выучил, по интересно. имени. Еще хорошо. Каждому на вы. Это якобы, то есть он наоборот не умеет общаться, Новая а манера. он противоположный. Подкуп. Как Только на вы. Для каждого языке. Только на вы. Вот не нужно делать работу предварительную работу. Как можно подготовиться ко встрече? Может быть, про семью он что-то про их узнал. Обзвонить всех. Делал работу с Там женщины, мужчины разного возраста. Какую работу с проделал. Просто работу. Просто Может предварительно. быть, Проделал он работу. предыдущие роли как-то посмотрел и выписал? Нет? Перед репетицией. Как Именно Общение, да. Если По отлично имени, общается. отчеству, на вы. Отчество узнал. Отчество? Да, все-таки. По именам и отчеству просто нормально это- обращается. По именам отчеству На вы нормально. можно Вот еще. общаться с людьми. А что, в чем еще подрубить человека? Якобы общаться. Улыбаешься. Обзвонить. Комплименты, там, Давай имена отчества всех узнал. Хорошо. Я общался с ними. Да. Против него кто из артистов. Итак, господин Элькис, кто отвечает? Дмитрий Филиппов. Дмитрий Филиппов, какую работу проделал Станиславский перед первой репетицией с актерами? Ну, если была труппа достаточно большая, то, в общем-то, довольно большая работа выучить имена всех, чтобы ко всем обращаться уже на первой репетиции по именам. И кажется, что это может подкупать, там, если обращаться по имени-отчеству к актеру. Давайте решим, что я не слышал, что вы сказали, потому что вы 55 ответов вложили в свой. Итак, что сделал Станиславский? Коротко. Выучил имена и отчество. Все-таки имена и отчество. Но мне кажется, что это сложнее и уважительнее. А почему вы сначала говорили имена? Оговорился. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Элькис, на самом деле там еще была одна у вас наводка, на которую вы вообще не обратили внимания, что было сказано просто Станиславский. Просто Станиславский. Придя в новый коллектив, Константин Сергеевич первым делом выучил фамилии, имена и отчества всех актеров и стал обращаться к ним исключительно Дмитрий Станиславович по имени-отчеству. 3-3. Седьмой раунд. Господин Акулов, в этом сезоне правила направлены на то, чтобы выявить лучшую команду для участия в финале года юбилейного сезона. Скажите, вот на ваш взгляд, ваша команда претендует на это звание или вы просто участвуете? Для вас главное участие. Я думаю, не больше, чем все остальные команды. Здесь все достойные, а дальше игра покажет. Краснодар. Против вас играет предприниматель Павел Шапаренко из Краснодара.
Госпожа Головня, в 1898 году архитектор Чарльз Долл спроектировал отель «Рассел» в Лондоне. На лестнице, посмотрите на экран, был установлен бронзовый дракон. Через некоторое время Долл работал над проектом одного ресторана, где установил точно такого же дракона. Внимание, вопрос. Виктория Вячеславовна, по какой именно причине дракон, которого вы видите на экране, еще через некоторое время получил прозвище «Счастливчик Джордж»? Чаевые там оставляли, может быть? Он пережил бомбардировку какой-нибудь, пожар... Или еще... Он пережил 2 пожара, допустим. Просто он пережил... Бомбардировку Лондона, например, пережил. Подождите, он же в холле внутри, а этот на входе. Может, он не мог под дождем и дольше ему... Через некоторое время что-то случилось еще, да. Есть 2, видимо, только один выжил. Второй дракон где? В ресторане? В ресторане, да. Непонятно. Этот выжил во время бомбардировки. Да, еще. Похитить его могли украсть. Освещение какое-нибудь появилось. Ну, он прям... Счастливчик. Смотрите, Его гладили. Как в ресторане могли гладить. В ресторане, да, там проходимость больше. Счастливчик. А может, его не украли? В отеле. В ресторане украли просто, а здесь не украли? Может быть так, да, действительно. Из ресторана украсть как будто... Через некоторое время. Да как ты украдешь из ресторана? Нет. Нет, красть его как бы выкручивать. Ну что, отель? Ну, пережил бомбардировку, возможно. Через некоторое время это полгода. Какая разница? Пожар. Был 1900 год. Меньше на Итак, кто отвечает? Денис Мишин. Прошу, Денис. Ну, давайте предположим, что вот у нас есть... Изначально было 2 дракона, потом один из них получил прозвище «Счастливчик». Возможно, он пережил что-то, что не удалось второму дракону. Через некоторое время, конечно, не так мало времени проходит, но давайте предположим, он пережил бомбардировку. Теперь, внимание, правильный ответ. Денис, вы не очень внимательно слушали вопрос, не так его поняли. Сначала был этот, потом, и было это в 1898 году. Потом через некоторое время работали над проектом ресторана, то есть это какое-то количество лет. Правильно? Это мы с вами в начало 20 века передвинулись. А потом еще через некоторое время. Это что было тогда? Господин Мишин. Ну, хорошая версия, что второй оказался на ресторане в «Титанике». Вам нравится? Симпатично. Второй утонул, а счастливчик выжил. С моей помощью вы, конечно, справляетесь хорошо. Берите меня к себе в команду. Это с удовольствием. Архитектор, внимание, правильный ответ. Архитектор Чарльз Долл установил второго дракона в ресторане на лайнере «Титаник». После гибели судна дракон из отеля, посмотрите на экран, получил прозвище «Счастливчик Джордж», а второй дракон утонул. 4-3 в пользу телезрителей. Павел Шапаренко из Краснодара получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Господин Тепляков, Денис. Добрый вечер. Сейчас вас покажут. Скажите, пожалуйста, а ваша команда ответила на этот вопрос? Вот Алексею Скудареву пришла эта версия, что Алексей Скударев ответил. Ну, вы тоже готовитесь. Под конец минуты уже, да. Под конец. Главное, что не в начале. Это мне всегда это импонирует. Ну, давайте немножко, господин Элькис, передохнем. Реклама на Первом канале. Росатом. Итак, счет 4-3 в пользу телезрителей. Господин Карпин, вот вы впервые присутствуете на игре команды Дениса Элькиса. На что вы, как тренер, обратили внимание? Ну, на примере попробую объяснить. Ну, так, футбол — это командная игра, и вклад каждого игрока, он важен, конечно. Но командные взаимодействия, они еще важнее. Или есть командный боулинг. Там вклад игрока отдельно каждого влияет на результат, но командных взаимодействий нет. Поэтому надо больше включать футбола, наверное.
командных взаимодействий, и тогда будет все нормально. Ну а что касается боулинга, то как раз в эти дни сейчас проходит Bad Boom континентальный турнир боулинга. Так что смотрим и играем. Спасибо, Валерий. 8-й раунд. Уважаемые телезрители, напоминаю, у вас есть множество способов для отправки вопросов на игру «Что, где, когда». Хотите по электронной почте, хотите на Королева 12, а хотите заполните форму на сайте tvigra.ru. Господин Гиязов, какие вопросы сегодня претендуют на звание лучшего? Мне кажется, что сегодня есть из чего выбрать. Ну да, уже есть из чего выбрать. Но мне традиционно симпатичный вопрос в видеоформате о Колыбели из Вологды. Ну, был замечательный вопрос. Ну, он победил, он получил, да, 100 тысяч рублей. Если бы он не победил, я бы обязательно его поощрил. Но мой фаворит все-таки сейчас — это вопрос о дракончике. Счастливом, да, драконе. Москва. Москва? Что-то мне сегодня показывают, Волчок, кое-как. Москва. Против вас играет студентка Арина Бушуева из Москвы. Внимание, черный ящик. В черном ящике находится предмет, подобный тому, что одна учительница как-то взяла с собой на природу. Но разозлившись, что у нее в очередной раз не получается это, она швырнула предмет на землю, а когда подняла и начала смахивать с него грязь, ее осенило. Понятно? Внимание, вопрос. Какую методику помог разработать этот случай и что в черном ящике? Сачок, если нет. Для ловли Сетку, бабочек? сетку. Ну, сачок не влезет. Методику. Что можно на природе делать? С какой целью? Еще она, может быть, на рыбалку пошла, у нее не получилось, она скинула. С какой А целью методику учительница на зимнюю, природу пошла? что с кубиком Рубика? Вы берете и очищаете? Собирать, разбить, но это не техника Может быть, сбора. как-то методику доску мыть там или что-то, что вас... Золото мыть, грибы собирать. Может, она что-то на природе не получается что-то сделать. Не получается что-то поймать. Собрать что-то не может, вышить. На природе. Нарисовать. Сачок, Что это за Грязь помогла как? Все стало одна собирать? Она стирает. подожди, стирает грязь и что-то грязь стирает. ИЗО какое-то, мазки какие-то. У нее что-то не получилось, а потом Она получилось. кинула в грязь, стала вытирать. Да. Золото собирать может, это мыть золото, сито. Что-то может какая-то губка быть. Ну что, давайте, ребят. Осенний Предметы, методику. Грибы, может быть, как-то собирать. Резать, как-то, не знаю, собирать. Итак, прошу. Чашки для гриба. Давайте я попробую ответить. Попробуйте. Учительница. Предположим, что в черном ящике кубик Рубика, и, очищая грязь с него, она нашла способ, как его собрать. Теперь, внимание, правильный ответ. Ну, вы знаете, Денис, вы сегодня на много вопросов не ответили, на которые зал отвечал все-таки. Это, конечно, вопрос посложнее, на мой взгляд, он может быть самый сложный сегодня. И тем не менее, я попрошу Викторию Головню, покажите, пожалуйста, еще раз, как вы... А если медленней, то что получается? Нет? Ничего вам не дают? Нет. Давайте в зале спросим, есть какие-то версии в зале? Нет. Нет. Госпожа Повышева, нет. Скипский, нет. Нет. Версии есть, но они картофелечистка какая-нибудь или что-то такое, какой-то нож, да. А с чем, господин Элькис, а вообще на природу с чем ходят? Так вот обычно. С удочкой, например. С красками, с фотоаппаратом. Поесть что-нибудь могут взять. Какой-то навык, да, учительница какой-то навык пыталась. Учительница навык. Ладно, все, не мучаемся. В руках у педагога она пошла на природу, откроем черный ящик, с книгой.
Смахивая со страниц грязь, Эвелин Вуд придумала один из способов скорочтения. Когда глаза следят за движением руки, читать удается быстрее. Это методика скорочтения. 5-3. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Арина Бушуева из Москвы. Госпожа Любинская, вот на прошлой игре при счете 5-3 Виктор Сиднев сказал речь команде Бориса Белозерова, то есть вашей команде, и вам это помогло. Дарья, вы не случайный человек, тренируете эту команду, можете их как-то напутствовать на оставшиеся раунды? Что им надо сделать, чтобы повторить ваш подвиг? Ребят, очень хорошо обсуждаете. Вспомните чувство с тренировки, когда у вас получилось всей командой взять вопрос. Все получится, давайте. Восьмой раунд. Господин Мишин, перед игрой вы собирались по совету Дарьи Любинской дослушивать вопрос до конца. Сегодня вам удается это? Ну, до конца более-менее, а вот детали иногда теряем, как показывает практика. Есть куда стремиться. А еще вы собирались следовать завету Михаила Муна, задавать друг другу вопросы. С этим сегодня как у вас? Я только вопросы задаю, ответов не даю, только вопросы задаю всю игру, да. Тут, кажется, у меня получается. Господин Элькис, ну, у вас есть все для того, чтобы повторить достижения команды Белозерова, в том числе и суперблиц на столе. Но сначала 13-й сектор. Интернет против знатоков. Сегодня в 13-й сектор поступило 187 722 вопроса, и сейчас компьютер выберет один из них. Против вас играет Мария Степанова из Москвы. Внимание, вопрос. Про кого Марио Пьюза говорил? Они, как полицейские, всегда верят самому худшему. Матери, может быть, матери нет. Вот. Сплетнички, которые сплетни рассказывают. Писатель? Да. Верят самому худшему. Как полицейские. Астрологи какие-то. Вот. А, подожди, может, пессимисты? Ну просто пессимисты. Самому как Верят худшему. Тебе рассказали хорошее. Страховщики только наоборот должны верят самому худшему. Тебе рассказали. А если было такое, Врачи просто. Интересно. Тебе рассказали хорошее, тебе рассказали плохое. И человек верит в плохое. Да. Это зачем? Это хорошее не показатель. Это родители про детей. Это сплетницы, чтобы их распространить. Верят. Вот как будто бы То есть ты рассказываешь что-то? Учителя какие-нибудь. Вот родители, когда им рассказывают про детей, но... Родители или врачи? Врачи, наверное, лучше. Я не понимаю. Верят худшему, мне верят не нравится. Врачи? Итак, вы будете отвечать или что вы будете делать? Денис, надо решать. Будем отвечать. Прошу. Давайте я... Кто будет, а вы будете отвечать? Допустим, так он говорил о родителях. А теперь давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Это давление на ведущего и Гиязова. Ваши аплодисменты. Потому что Кристина Залиускайте говорила матерей. И все-таки отцы и матери отличаются. Господин Элькис попытался вложить два ответа в один, и у него получились родители. Господин Гиязов, как вы считаете? Слушайте, ну я как отец, да, сказать, я не мать. Как-то так. Да. Ну, мне сложно, да, потому что я, как ни странно, впервые испытываю небольшую симпатию к знатокам.
То есть вы не против засчитать этот ответ? Вот, наверное, единственный раз в этом году, наверное, да. Господин Тимонов, а вы меня не поддержите? В чем? Но мне кажется, что отношения матерей и отцов, они разные. Ну, тоже как отец. Я тоже отец. И тоже родитель. Конечно, Ну, надо хорошо. защищать. 5-4. Десятый раунд. Господин Элькис, Денис. Я на вас не обижусь только в одном случае. Если вы мне честно скажете, вы не поняли, в чем разница, или пытались соединить два ответа в один? Не, я честно скажу, господин ведущий, я не пытался соединить, я честно выбирал между версиями врачи и вот родители. У меня во время минуты обсуждения Но даже ведь не у было Кристины отличия была отца и версия матери. «мать». Я, если честно, не слышал, что мы как-то разделили. Ну вы я вообще «Крестного отца» читали? Вы между вообще врачами и представляете родителями. в «Крестном отце» разницу между отцом и матерью? Симферополь. Не очень понимаю. Значит, не читали. Против вас играет аналитик Оксана Сомова из Симферополя. Госпожа Залеускайте. Да, господин ведущий. Ангилья – небольшое островное государство в Карибском море с населением 18 тысяч человек. Основой экономики страны всегда были туризм и добыча омаров. Но в последние несколько лет Ангилья смогла увеличить доходы. Внимание, вопрос. Что же на это повлияло? Глобальное потепление, может быть? Что-то еще? Что? Домен, может быть, точка Анг. Да, или? Что-то да. Английский. Только сейчас. 18 Несколько тысяч лет очень назад, мало. после пандемии, они могут с интернетом, да. Пандемия. Последние несколько лет, это Несколько лет. это может быть живее Уезжали маски. только омары, только Маски офшоры. делают. Они маски могли делать Маленькое массово. островное государство. 18 тысяч Да? человек. Что они могут продавать? Что там они Туда могут из-за продавать? паники можно туда бежать вот от коронавируса? Ангилья, да? АН или АГ, да? Если Анг. Много Еще туристов несколько общаются, может повлияло. либо Слушайте, нам нужно по сказать, пиратам что что-то. повлияло. Да, что повлияло? выращивать Ну вот, что-то. во-первых, потеплее стало, они стали тут Может быть, что больше людей Или на- узнали за счет интернета, что оно существует, в принципе, туда Ну, начали еще ездить. больше туристов. Это Нам тоже уже совсем сказали, недавно. это не последние несколько лет. Есть недавно, да. Последние несколько лет, ребят. Что-то с футболом. Что, глобальное потепление? Домен как будто, ну, еще развитие. Домен, Что, непонятно? домен непонятно какой. Что повлияло? Пандемия, маски. Ну что, вы отвечаете или берете минуту на размышление? Минуту в кредит, в смысле. Давайте возьмем минуту в кредит, если нам позволят. Итак, господин Гиязов, знатоки просят минуту в кредит. Вы готовы ее предоставить? Тем более, что вы сегодня болеете за знатоков. Ну, сейчас как раз вероятность, что я дам, так понизилась чуть-чуть. Но раз уж действительно у меня какие-то сегодня странные чувства, то мы минуту предоставим. Итак, вам придется если вы ответите правильно, вам придется на следующий вопрос отвечать без минуты на размышление. Ангилья – небольшое островное государство в Карибском море с населением 18 тысяч человек. Основой экономики страны всегда были туризм и добыча омаров. Но в последние несколько лет Ангилья смогла увеличить доходы. Можно даже сказать, существенно. Что же на это повлияло? Может, они аэропорт открыли, и много людей приехало, и туризм Больше просто туристов, очень больше денег омаров. приносит. Карибским морем Карибское что? море. Там что? Если там мусор стали Смотрите, складировать, было нет? мало людей, из-за них типа не очень выгодно строить. Мусор Вот они- мусор туда не могут вывозить? Простянул Про Мексику. Мексику. Кстати, Через что? Мексику. Мексиканцы через Нет, них перебирают мусор и продают, но Еще А вот что-то. там разлив нефти был.
Непонятно. Не могло? Ехать туда отдыхать. Маленькая страна. Англия еще похожа на Англию. Ну, есть и все, и Амара, больше ничего нет. Англия. Может, они переименовались. Начали путать. Нет, Значительно повысили. Да, то есть стали Что-то что-то еще продавать достали. еще. На Еще, островах да, что что-то еще? начали. Добывать что-то Свободная новое. зона Какие-то какая-то фрукты, стала, овощи. таможенное что-то. Непонятно? В Карибском. В Карибском море, там тепло, да, тепло, жарко. Что-то там обнаружили. Ну, ничего не Да, что там обнаружили? Что там обнаружили? Из последних достижений. Нефть, что-то может, новое. нашли там? Из последних нескольких лет. Про интеллект искусственный. Ну, непонятно, почему несколько лет. А что там? Что мы Что, сделали? нефть нашли? Итак, кто отвечает? Отвечает кто? Кристина Залюскайте. Прошу. Не сильно помогла эта минута. Ну, возможно, островное государство, люди, туристы, приезжали туда на лодках. Это, в общем, не очень много, как будто бы можно туда отправить. А аэропорт, который построили и который повлиял на доходы, он привлек большее количество туристов. А госпожа Любинская, не говорите только какой. У вас есть ответ на этот вопрос? Ну, мне кажется, и за столом он был. Но он был такой из частей. Да. Да? То есть вы знаете, госпожа Повышева, вы знаете ответ на этот Ну, вопрос? мы предполагаем, что мы правильно предполагаем. А по-английски можете сказать? Artificial intelligence. Господин Мишин, вы абсолютно правильно на первых секундах сказали, что дело в домене. И вам надо было написать «Ангелия». И вы же знаете, что очень часто не вторую букву берут, чтобы не повторяться. Понимаете, про что я говорю? Да. Нет? 30 лет назад, на заре появления интернета, Ангелия, как и большинство стран, получили свой домен. Это вообще первые 5 секунд. 5 секунд вам на это понадобилось. Домен Ангелии AI совпал с международной аббревиатурой, обозначающей, как сказал уже в самом конце Дмитрий Филиппов, по-моему, да? Или Акулов? Дмитрий Акулов, мне кажется, говорил. Дмитрий Акулов сказал «искусственный интеллект». Вот домен надо было соединить с искусственным интеллектом. Многие компании, работающие в этой сфере, стали регистрировать домены AI, а деньги за эту услугу поступили в казну Ангелии и продолжают поступать. К сожалению, Денис, 6-4. Денис. В пользу телезрителей. Команда Дениса Элькиса терпит поражение. И мне остается только поблагодарить всех вас за участие в этом сезоне. Вот имена телезрителей-победителей. Я уже отвык объявлять телезрителей, господин Диязов. Марина Торгунова. Вопрос о Сезанне. Евгения Ловцова из Вологды. Вопрос о колыбели. Ольга Островская из Симферополя. Вопрос о Валанчике. Павел Шапаренко из Краснодара. Вопрос о Титанике. Арина Бушуева из Москвы. Вопрос о скорочтении. И, наконец, Оксана Сомова из Симферополя. Вопрос об искусственном интеллекте. Господин Тимонов, кто получит «Хрустальный атом»? Ну, сегодня та игра, когда очень сложно выбрать лучшего игрока. Но вот с моей позиции, с моей точки зрения, кажется, чуть лучше была Виктория Головня. Виктория Головня, поздравляю, «Хрустальный атом» ваш. Господин Гиязов, кому достанется приз за лучший вопрос? Господин ведущий, во многом по моей вине Мария Степанова из Москвы не получила 100 тысяч рублей. Это вопрос из 13 сектора, поэтому я бы хотел 100 тысяч рублей все-таки отдать Марии Степановой, во-первых. Из своего кармана. Так. Да. А лучший? А лучшим вопросом станет вопрос о «Титанике» или о «Драконе» на «Титанике». И Павел Шапаренко из Краснодара получает дополнительные 200 тысяч рублей от Альфа-банка. Благодарю вас, Алексей. Уважаемые телезрители, через неделю в нашем клубе продолжатся игры солистов. Смотрите третью игру в следующую пятницу, 20 июня на Первом канале, сразу после программы «Время». А эта игра закончена. Спасибо всем за игру. Господин Элькис, пару слов. Мне кажется, у вас было все в руках.
Как вы считаете? Или вам кажется, что сложновато вам было сегодня? Нет, вопросы сегодня были прекрасные. И домен даже несколько доменов даже я сам лично написал, но мне кажется, что кроме книги, в принципе, такого сильно сложного-то и не было. Вопросы прекрасные сегодня были. Спасибо большое. Денис, вы знаете, я вам честно признаюсь, это вопрос эмоциональный. Мне очень нравится играть с вашей командой. Мне жалко, что придется это отложить на 1 год, но я буду ждать новой встречи с вами. Мы тоже будем очень ждать. А сейчас на Первом канале большая премьера. Смотрите музыкальную программу «Наша новая музыка». Кто строит